Поговорим сегодня в очередной раз про так называемый смысл жизни. Вообще смысл как нечто отдельное от жизни, что-то такое. Сама по себе концепция понятия смысла жизни предполагает отдельность смысла от самой жизни. То есть эта концепция предполагает противопоставление смысла некой такой бессмысленности, которая существует с точки зрения этой же концепции по умолчанию, будто бы изначально жизнь бессмысленна, а определение ее смысла означает сам смысл. Но если существует вопрос о смысле жизни, значит человек, его задающий, предполагает самой формулировкой такого вопроса то, что смысл жизни уже существует, но он не знает, в чем этот самый смысл заключается. Но как можно знать о существовании смысла жизни, но не знать, в чем он заключается? Если он не знает, в чем он заключается, но полагает, что этот смысл есть, то откуда вообще берется убежденность в наличии этого самого смысла? И когда человек задается вопросом о том, в чем заключается смысл жизни, у него есть потребность в осмысленности жизни, которой он не ощущает, по всей видимости, когда он находится, допустим, в не очень приятной ситуации. То есть у человека потребность в так называемом смысле жизни появляется тогда, когда его что-то не устраивает, жизненная ситуация или само его физиологическое состояние. То есть он интерпретирует свое состояние сквозь призму концепции смысла жизни. Но я думаю, что, допустим, если у человека все хорошо со здоровьем и его все устраивает, то он не думает о каком-то там смысле жизни. Потребление информации как проявление тяги к смыслу. Например, инфобизнес и психология, как его разновидность, спекулирует на идее построения человека сверхоптимизированного под некие социальные стандарты, которых не существует даже в самой социальной среде. Но информационная индустрия, торгующая материалами по этой теме, является востребованной, потому что удовлетворяет потребность человека в смысле, несмотря на то, что, допустим, та же самая психология является в чистом виде потребительской фикцией. Но если учесть, что потребление является для многих людей образом жизни, то и психология выступает в роли продукта информационного потребления, как, допустим, какая-нибудь художественная литература, хотя психология позиционируется инфобизнесменами как некая вот научная отрасль. Собственно, потребление как признак жизнеспособности в обществе потребления предполагает отсутствие границ между рациональным и иррациональным потреблением, потому что само потребление является смыслом. Например, люди находят смысл в стремлении стать сверхоптимизированным человеком социальным, потребляя вот эти психологические так называемые теории, либо же люди пользуются косметическими услугами пластических хирургов, при том, что у них нет никаких уродств, которые бывают, допустим, при травмах лица, случающихся при транспортных авариях, либо при других чрезвычайных. То есть, как в психологии идея сверхоптимизированного под социум человека утопична, также и в пластической косметологической индустрии недостижим идеал красоты по той простой причине, что его просто не существует. Потому что каждый человек изначально индивидуален в своих характеристиках, в том числе и во внешности. Настоящий смысл жизни для человека может быть только индивидуальным.
То есть из выше приведенных мной рассуждений вытекает мысль о том, что настоящий смысл каждого человека может быть только индивидуальным, то есть для человека не может существовать настоящий смысл, который определяется какими-то внешними стандартами социума, который и создает представление о смыслах в голове самого участника социума. Так или иначе, смысл, создаваемый в голове человека социумом, может выражаться только в некой роли человека по отношению к кому-либо. На примере наемной работы, допустим, вот где работаю я по своей технической специальности, смысл такой работы лично для меня заключается в видении востребованности моих профессиональных компетенций и навыков со стороны общества, в данном случае конкретного предприятия. И изначально я выбирал свою текущую специальность, руководствуясь своим желанием освоить ее. И такая значимость для меня этой специальности в том, что она предполагала социальный контекст, по крайней мере, вот с точки зрения моего видения, да, в котором я расту как специалист. Смысл жизни как нечто отдельное от самой жизни. Разумно ли вообще рассматривать смысл жизни как нечто отдельное от самой жизни, ведь жизнь существует независимо от формулировки того, в чем этот смысл заключается для тебя, допустим. То есть человек в случае, если его не устраивает его состояние, ищет формулировку смысла жизни, которая оправдала бы его состояние в его собственном представлении, да, состояние, которое он терпит. И он пытается найти некий глобальный смысл жизни, при том, что у его неприятного состояния может быть конкретная, допустим, какая-то физиологическая причина. То есть его тело может сигнализировать о наличии такой физиологической причины. Либо же человек может сам втянуть себя в абсурдное положение, когда, допустим, он набирает абсолютно неоправданных никаким здравым смыслом кредитов, которые в дальнейшем вынудят его работать в несколько раз больше, только потому, что он получил сумму на товар, которым он может воспользоваться сразу, не имея собственных средств на покупку этого товара. Либо же когда он плодит детей, не имея возможности полностью обеспечить их даже самым необходимым, тем самым закрывать их базовые потребности. То есть сам человек делает свою жизнь абсурдной и при этом задумывается о каких-то смыслах. Смысл жизни как нечто фиксированное. Смысл жизни сформулированный как нечто фиксированное, что не подвержено никаким изменениям, накладывается человеком на саму жизнь, так, которую нужно, будто бы это статичная призма, сквозь которую нужно относиться к самой жизни. Хотя у того же самого человеческого самочувствия, как я говорил выше, могут быть конкретные физиологические причины, которые могут выявить врачи. То есть человек может описывать свое состояние, например, как недостаточно продуктивное, или описывать это как лень, но причиной этому могут быть конкретные проблемы со здоровьем, например, с гормонами, артериальным давлением и так далее. Цифровые технологии распространения информации. Цифровые технологии распространения информации, с одной стороны, способствуют получению человеком полезных знаний, таких как научные знания о физиологии организма человека, но с другой стороны, цифровые же технологии порождают целые отрасли потребительских фикций, таких, например, как психология, которая не имеет к физиологии вообще никакого отношения, но при этом претендует на некую объективность предмета своего исследования. И у человека, например, может быть повышенное давление и сопутствующее этому плохое самочувствие, а он обращается к психологу, описывая свое состояние такими инфопотребительскими терминами, как отсутствие мотивации, непродуктивность и так далее. То есть он игнорирует сигналы от своего организма и вместо этого обвиняет себя в том, что
что он недостаточно продуктивен или ленив, будто бы он перестанет быть таким, руководствуясь неким истинным алгоритмом действий, о котором ему расскажет некий гуру-психолог, не имеющий абсолютно никаких компетенций ни в одной из наук. Хотя этому человеку просто стоило обратиться в больницу для прохождения обследования своего организма вместо того, чтобы искать волшебные причины того, что с ним что-то не так. И я наблюдаю абсурдную ситуацию, которая заключается в том, что человеческая потребность в вере порождает целая индустрия, основанная на потреблении как таковом. Это такие индустрии, как, например, та же самая психология. То есть у человека есть потребность в красивом объяснении причин своего состояния. Ну вот как, допустим, вот эти теории там о некой детской травме там и о том, как родственники хотят перетрахаться друг с другом, да, бессознательно. И человек находит смысл своей жизни в поиске таких причин через тот же самый психологический инфобизнес, который занимается штампованием ситуативных теорий, соответствующих настроению так называемого клиента. Если у него есть настроение утвердиться, например, в теории о так называемой детской травме, то так называемый психолог укрепит в клиенте веру в такую теорию, потому что психология как сфера бессмысленных информационных услуг не имеет дела с миром объективных явлений, одним из которых, например, в медицине является организм человека. И психология как сфера информационных услуг спекулирует на теме смысла жизни, базируя свои декоративные теории на идее становления человека сверхчеловеком социальным. Она ставит идею псевдооптимизации под некие неопределенные социальные стандарты как основную цель жизни человека. Она не берет, допустим, ту же самую физиологию в расчет. Хотя человек — это в первую очередь физиология, его поведение обусловлено его физиологией, но человек как потребитель обывательской информации склонен верить в некую таинственную природу своих мотивов или в таинственную природу причин отсутствия этих мотивов. Чем, собственно, и пользуется индустрия психологического инфобизнеса. Она продает человеку красивые теории возникновения его мотивов, которые могут быть подвергнуты некой корректировки. Существование и смысл. На самом деле человек существует независимо от того, какой смысл он вкладывает в свое существование, и любая сознательная формулировка смысла жизни в какой-то степени делает человека зависимым от нее, то есть человек рассматривает само существование сквозь призму соответствия жизни этому сформулированному им смыслу существования, будто бы этот смысл более важен, чем само существование. С точки зрения такого взгляда, существование имеет смысл только тогда, когда у человека есть чувство этого смысла, хотя он может и не знать, что в данный момент способствовало образованию у него этого чувства смысла. И человек пытается списать чувство смысла на некую свою сознательную деятельность, хотя, например, само его тело представляет из себя биологическую машину, существующую автоматически, независимо от того, как сам человек к этому относится. И сам автоматизм функционирования тела может сигнализировать человеку о том, что с ним что-то не так, что ему не хватает, например, белков или жиров или витаминов, но человек, подвергнувшись пропаганде психологической индустрии, которая на самом деле обслуживает госинтересы, обвиняет в этой лени себя и обвиняет себя в том, что он недостаточно продуктивен, недостаточно соответствует социальным шаблонам поведения, наибольшее соответствие которым якобы улучшит его состояние.